Вы можете справедливо спросить, а когда уже будет обзор Турендуро или на худой конец кроссовера? Так вот, у новой RT ход амортизатора больше, чем у любых Versys, SXR, Suzuki GX, Watch 525 DSX, CF Moto 700 и 800 MT или Vistrom 800 RE. Дорожный просвет у новой RT даже в стандартном низком режиме выше, чем у всех этих байков, на уровне с некоторыми Турендуро с 21 колесом, например, Watch 900 DSX. Неожиданно, да? Шутки шутками, но BMW в этом поколении тонко пересобрали концепцию RT, чтобы и старую аудиторию сохранить, и новую кровь привлечь. Первое, о чем хотелось бы поговорить, о подвеске, потому что это ключ к пониманию характера новой модели. Здесь подвеска, которая всегда будет комфортной, какой режим не включи. Даже если ездить на подвеске Dynamic Plus 2, все равно зубы не стучат. И даже в таком режиме на байке довольно приятно ехать по гравийкам без квадратных неровностей. Я специально такие дороги не искал, но в рамках поездки попадались отрезки с небольшими камнями или ухоженные грунтовки. Неожиданно комфортно, как на добротном кроссовере, хотя я в этих местах оставался в самом жестком режиме подвески. Есть некоторые неровности с вертикальной стенкой, которые любой телелевер плохо отрабатывает, но в целом это годный мотоцикл для плохих дорог, хорошо гасит мелкие неровности. Почему я вообще начал с подвески? Скажем, есть у BMW XR с теми же ходами подвески, или даже можно взять Pikes Peak, у которого хода еще больше. Но подвески этих байков источают совершенно другой спортивный жесткий подход. Даже если назвать RT спорт-туристом, у него в любом случае огромный приоритет в комфорте и на слове «тур». Да, RT ощущается спортивнее прошлых поколений, и мотор бодрее, и посадка более агрессивная с наклоном, и внешность острая, но телелевер в любом случае не будет давать такую же четкую обратную связь, как спортивные байки с обычной вилкой. Вдобавок, при работе телелеверной подвески траверса немного наклоняется. Чтобы руль не крутился вперед-назад, используют разные решения без прямого соединения руля, что влияет на ощущение связи с колесом. Здесь руль крепится через гибкую металлическую пластину. Попутно, кстати, такое решение гасит вибрации. 1300 RT EGS сильно комфортнее старых оппозитов по вибрации. Если что, я не ругаю подвеску, просто объясняю, почему она не даст такие же прямые спортивные эмоции, как жесткие спортивные байки. В качестве универсального турера подвеска работает на 5 баллов. Я, если честно, не могу сказать, что в ней гипотетически можно было бы улучшить, кроме расширения диапазона настроек. Скажем, на мультистраде ты мгновенно понимаешь, включен спортивный или комфортный режим подвески. Здесь в слепом тестировании разница между самым жестким и самым мягким режимами далеко не всегда заметна. Бояться этого не нужно, настройка понравится подавляющему большинству людей. Когда катался, ловил себя на мысли, что главное, зачем я буду рекомендовать RT остальным – путешествие с пассажиром. Тут все для езды с двойкой. Как я уже сказал, очень комфортные подвески королевы, за которыми можно и мушкетеров послать, тормоза деликатные с плавной прогрессией, чтобы не беспокоить пассажира. Точно нет характерной резкости тормозов, как на топовых спорттуристах, даже с опциональными спортивными тормозами, но для типичной туристической эксплуатации тормозов хватает более чем. Плюс тут у пассажира трон с подогревом и сиденья, и пассажирских ручек, и спинки. Широченные пассажирские платформы, язык не поворачивается назвать их подножками. В пресс-релизе еще заявляли, что в этом поколении удлинили пассажирскую часть седла и сделали больше пространства для ног двойки, чтобы кофры не мешались. Такого комфорта пассажира объективно ни у одного кроссовера не бывает, хотя возможности у новой RT ровно такие же, как у типичного кроссовера с поправкой на повышенный вес. Единственное, что недоработано с точки зрения комфорта пассажира – автомат. У меня сейчас не было задачи тестировать динамику и алгоритмы, потому что мотор и робот ровно как на гусе. Никаких изменений нет, помимо несущественной разницы в передаточных числах. На канале есть целых 2 обзора 1300-х гусей, можно про коробку и двигатель не повторяться, там посмотрите. Разве что теперь мы знаем о том, что у 1300-х гусей встречаются проблемы угара масла. С достаточной вероятностью проблема может быть актуальной и для RT, что для турера неприятно. На эту тему у Сержа Торчка есть прекрасный ролик, если не забуду, оставлю ссылку в описании. Так вот, было жарко, поэтому на RT я лениво ездил в типичном ритме европейского туриста. Ехать в плюс 40 в целом не сильно напрягает, если экипировка подходящая, тем более RT хорош тем, что и стекло опускать с кнопки удобно, и колени худо-бедно обдуваются. Была одна проблема, как ни ставь ноги на подножках, поджаривает правую пятку.
Вероятно, такой проблемы даже в плюс 30 нет, поэтому не буду громко заявлять, что это какой-то важный косяк мотоцикла. В целом претензий к мотоциклу не имею, он не ощущается жарким и достаточно продувает. Проблема в том, что когда я где-то останавливаюсь, нет возможности в тенечке посидеть, нужно вокруг мотоцикла на солнце с камерой бегать. Короче, ездил максимально спокойно. Автомат дергает даже в таком неспешном темпе. Это водителю-то не очень приятно, а пассажир совсем не может предсказать момент переключения и будет всегда дергаться. Сравнивать с мягкостью переключений святой 10 с точки зрения пассажира невозможно. Если в двухдисковом роботе одна передача перетекает в другую, то в однодисковом нужно сначала разомкнуть передачу, найти следующую и воткнуть. Когда робот разрывает связь колеса и мотора на разгоне, а потом восстанавливает, всегда будет рывок. Можно сгладить этот момент только если ускорение вяло. Да, однодисковый робот имеет право на существование как дешевое легкое решение, но не в случае люксовой RT с весом под 300 кг. И вторая проблема BMW-шного робота, он в большинстве сценариев и в любом режиме коробки выбирает на 1-2 передачи выше, чем хотелось бы. Как будто не хватает спортивного режима коробки, который будет держать передачу дольше, как хочется и в горах, и в городе. Когда хочешь кого-то обогнать, робот не пытается сам скидывать передачи вниз, до последнего будет держать шестую. Кто-то скажет, что можно подоткнуть вручную передачу или тормоз нажать, объегорить робота и ускориться. Либо закрыть газ и резко открыть, но это все дичь. Как нормальные люди ездят, всегда будет проблема на обгонах в автоматическом режиме. Если представить такой робот на менее мощном мотоцикле, это мрак. RT сглаживает впечатление хорошим крутящим моментом во всем диапазоне. Если использовать робот в ручном режиме, вопросов вообще нет, просто покупайте байк с хорошим квикшифтером. Я в любом случае рекомендую брать RT с роботом, даже с таким несовершенным. Я долгое время не размечал рекламу, а оказывается, это хорошая штука для мотивации. Партнерство с Формулой X позволило мне чуть серьезнее относиться к ведению канала. В голове составлять медиаплан, а не забивать на периодичность роликов, как было раньше. Так что если нравится то, что я делаю, можно поблагодарить не только меня лайком, но и посетить торговый центр Формула X, где ждет большое количество мотосалонов и магазинов с экипировкой и запчастями. Большинство крупных магазинов с экипировкой есть в Формуле, а в некоторых магазинах есть эксклюзивные скидки, которые действуют только в Формуле X. Например, у Flipap не слишком сложно получить скидку 10%, если ты первосезонник, участник мотоклуба, медик или именинник. Однако по промокоду Формула24 скидка уже 15% и действует либо при покупке в самом торговом центре, либо при заказе на сайте с указанием соответствующего пункта выдачи до конца августа. Я сам там отоваривался, до сих пор есть живые мотоджинсы, купленные во Флипапе. Увидимся в Формуле. Вообще фундаментальная проблема алгоритмов и интерфейса BMW хорошо заметна на RT. Вы наверняка слышали, что в новой RT есть опция DCA, которая поднимает заднюю часть на 30 мм и немного переднюю из-за особенностей телелевера и перехода на другой режим подвески. Смысл в том, что с включенным режимом DCA короче трейл, больше давления на переднее колесо, выше подножки и кофры относительно земли, то есть можно наклонять байк сильнее и веселее. А в выключенном режиме DCA трейл больше и типа мотоцикл стабильнее. Кстати говоря, с выключенным DCA у новой RT неприлично длинный трейл. По моим прикидкам, в режиме DCA трейл просто возвращается к значению, которое было у предыдущей RT. Я бы все-таки хотел трейл как на старой RT, который можно было бы еще уменьшить до более спортивного уровня. Да, новая RT все равно ощущается спортивнее, но это не столько из-за DCA. У 1300 и подвеска иначе настроена, и колеса существенно легче, и новая рама жестче, и посадка спортивнее. У BMW все алгоритмы жестко завязаны на режимах езды. Есть единственный условно настраиваемый режим Dynamic Pro, где можно настроить режим Traction Control и уровень торможения двигателя. Все. Кстати, за включение этого режима еще и доплатить нужно. Единственное, что разрешено настраивать самому на любых режимах – подвеску. И то в рамках легкой подстройки значений, которые BMW придумала под конкретный режим езды. Как я уже сказал, диапазоном настройки байк все равно не может похвастаться. К режимам езды привязан и отклик на ручку газа, и уровень трекшн-контроля, и геометрия мотоцикла, и алгоритмы работы автомата. В Dynamic режиме проблем никаких, все как надо, но RT на высокой скорости по стабильности на 4, если ездить с 3 кофрами.
Я, собственно, центральный кофр не стал снимать, чтобы показать роскошную спинку. И сам кофр удобный. Помещаются два шлема, внутри мягенькая подложка, при нажатии на кнопку сам полностью открывается и так далее. Кстати, все три кофра открываются хоть с ключом, хоть без. И еще у меня вариант с варио кофрами, где барашком можно увеличить ширину кофров, получив вместо 27 литров 33. В этом есть смысл, потому что в узком положении кофры не так сильно влияют на стабильность и в городе толкаться удобнее, а когда нужен увеличенный объем, да пожалуйста. Или, например, в узком положении, если шлем не входит, можно расширить кофр и спрятать туда шлем на остановке. Сомневаюсь, что без центрального кофра есть проблемы с полтанкой на скорости, но я ездил только с ним. Когда динамично катаешь, ускоряясь и замедляясь, практически незаметно, но когда едешь на магистрали со стабильной скоростью, скажем 160 по GPS, байк все время слегка покачивает влево-вправо. Вроде как ни на что не влияет, и это нормально с такими ящиками сзади, но кто много путешествует, знает, что эта раскачка на магистральных перегонах утомляет. Комфортная скорость с тремя кофрами и высоким положением стекла на RT 140 по GPS, либо 150, если верить BMW. И казалось бы, нужно на трассах переходить в режим с более длинным трейлом. Только, во-первых, робот начинает больше тупить и переключаться еще раньше. Отклик на ручку газа становится непривычно ватным. Так еще и байк покачивает на магистрали не меньше, потому что автоматически выбирается другой режим подвески, который можно только слегка подстроить. Например, в режиме Road с базовой настройкой подвески раскачивает на магистрали больше, чем в Dynamic с настройкой демпфирования плюс 2. А если выставить и там плюс 2, качает абсолютно одинаково. Еще нюанс. Чтобы людям со средним ростом легче было доставать до земли, при включенной DCA спортивная геометрия включается только свыше 20 км в час. И при замедлении опять распрямляет геометрию. Стартуешь всегда с трейлом круизер. Например, когда с обочины нужно перпендикулярно выскочить на трассу через асфальтовый бортик и сразу же повернуть, это заметно. По своей сути, это система динамического автозанижения, только не спереди и сзади, как на гусе, а только сзади. При этом мы уже знаем, что на 1300 ГС есть частая проблема выхода из строя системы автозанижения, и есть не нулевая вероятность, что подобные глюки будут из DCA. По факту, единственный режим, в котором я готов ездить во всех сценариях — Dynamic, остальное лично для меня бесполезно. Кстати, забавная ситуация с RS. У 1250 RS трейл был существенно короче, чем у 1250 RT, в чем прослеживается четкая логика. RT стабильный турер, RS маневренный спорттурист, вопросов нет. А у нового RS трейл сильно больше, чем в старом поколении, и даже больше, чем базовый туринговый трейл у новой RT. BMW сама в пресс-релизе RT черным по белому говорит, что удлиненный трейл нужен для комфорта и стабильности, а включение DCA уменьшает трейл, что делает мотоцикл более управляемым и маневренным. Но при этом на RS нет никакого DCA, который сделает геометрию более спортивной, хотя RS позиционируется именно как чистый спорттурист. Вот объясните мне, в чем здесь логика. Опять приведу в пример мультистраду. В каждом режиме можно задавать любые параметры по вкусу в широком диапазоне, в том числе можно самостоятельно задирать зад мотоцикла в каждом режиме отдельно. Делайте, что хотите, и также есть нормальное автозанижение на остановках. На мотоциклах с роботом тоже принято давать возможность вручную менять алгоритмы коробки. У меня претензий к RT в режиме Dynamic с включенным поднятием зада нет. Хорошо едет, комфортно рулится, подвеска отрабатывает. Это приятный, понятный мотоцикл, я не стану отговаривать от покупки, особенно если человеку принципиально не нравится цепь и оборотистые двигатели. На что я бы посоветовал обратить внимание перед решением о покупке? На вес, ну и на уровень масла. Все туриры тяжелые, но если вам не принципиально, тот же базовый гусь значительно легче по ощущениям, я уже не говорю про что-то вроде трейсера. И дело не в центральном кофре или большом баке. Скажем, в салонах мотоциклы стоят без топлива, и обычно рядом с RT стоит RS. Попробуйте один и второй поднять с подножки и чуть поболтать в стороны, разница огромная. Если РТ-шку паркуешь на поверхности с легким уклоном, большинство женщин из такого положения просто не смогут сдернуть байк в вертикальное положение. Это ощутимое мужское усилие. И это, конечно, чистая вкусовщина, все люди получают удовольствие от разных вещей. Кому-то, наоборот, нравится тяжесть и ощущение, что ловко едешь на половинке автомобиля. Не осуждаю. Мне на RT нравится концепция настраиваемой ветрозащиты. Конкретно на моем аппарате не было выдвигающихся панелей, не знаю, насколько они эффективны, но думаю, не для красоты висят.
Сама возможность отрегулировать воздушный поток в ноги в зависимости от температуры или чтобы укрыться от дождя – отличная идея. Например, у худого гуся мне не нравится, что весь поток воздуха идет в одну точку на колени, и с этим тяжело что-то сделать. Лично мне еще у худого гуся бака маловато, у RT в самый раз для туризма. Еще понравилось стекло. Можно удобно настраивать с кнопочки, чем я постоянно пользовался, потому что в жару на средних скоростях хорошо обдувает тело и лицо в нижнем положении, а на магистрали ставишь в верхнее положение, чтобы было тихо и комфортно. С моими 188 сантиметрами оптимально работает в верхнем положении, гладкий поток воздуха дует выше визора, ровно в вентиляционные каналы и не трясет шлем, даже если ехать в очках с открытым визором. Ни один кроссовер или турендуро такого уровня ветрозащиты не дают. Седло тоже комфортное, достаточно, чтобы не думать о замене, плюс можно подрегулировать наклон. В общем, приятный мотоцикл для классических путешествий вдвоем, который и на асфальте хорош, и на простых гравийках, что является огромным преимуществом. Но при всей симпатии к байку есть к чему придраться, иногда по делу, иногда ради классов. Из критики по делу лично мне не понравилась новая эргономика. Что талия байка стала уже из-за перекомпоновки двигателей и новой рамы из металлических листов, это хорошо, угол в коленях комфортный. Легкий наклон вперед тоже неплохо, хотя и не всем понравится, но с высоким ростом еще нужно тянуться за рулем избыточно вниз. На серпантинах или недолгих поездках вопросов нет, но когда монотонно часами едешь на магистральных перегонах, чувствуется, что часть мышц спины в тонусе. Я бы предпочел руль на пару сантиметров выше. Говорю чисто для протокола, потому что проблема решается проставкой. Еще мне не нравится все, что связано с зеркалами. Во-первых, по ширине зеркал RT без малого метр и зеркала ровно на высоте зеркал многих автомобилей. Блок зеркал не вращается вместе с рулем, поэтому не везде в пробке есть возможность протиснуться, играя рулем. Да, зеркала сворачиваются, что существенно снижает общую ширину байка. Однако в старом поколении руль при повороте уходил выше сложенных зеркал, а на новом зеркала сворачиваются так, что при небольшом повороте руля рычаг тормоза нажимается сложенным зеркалом. Во-вторых, мелкий желтый индикатор слепой зоны внутри зеркала почти не виден, если на него специально не смотреть. Я и на гусе ругался, но тут еще хуже, потому что зеркала дальше от глаз. Это хорошо заметно, когда сравниваешь с идеальной реализацией индикатора на зеркалах мультистрады или Тигра. На RT есть хороший вместительный лючок для смартфона с вентилятором, розеткой и даже с клипсой для купюр и карточек. Ящик, по идее, нельзя открыть с заблокированным рулем, но в щель спокойно пролезают пальцы. Уж деньги с карточками оттуда вытащить без проблем. С телефоном посложнее, но не невозможно. В предыдущем поколении лючок закрывался на ключ, на 1300-м такой возможности почему-то нет. Сам-то лючок не только для телефона подходит, там удобно хранить или заряжать всякую мелочь. На RT можно вывести карту навигации, как и на прошлом поколении, но не CarPlay, а только приложение навигации от BMW, штука на любителя. У покупателей 1300 RT явно автомобиль с CarPlay, и пользуется человек каким-то любимым приложением. Пытаться заставить человека на мотоцикле пользоваться непривычным приложением так уже нельзя делать в 2025. На мотоцикле здоровенный экран, а в итоге толку от него нет. Разве что любите слушать музыку, тогда в дополнительную область можно вывести плеер. Судя по тому, что на RT предустановлены колонки и в опциях несколько вариантов акустики, многим людям это все-таки нужно. На больших BMW всегда продвинутый свет. Конечно, за самый-самый топовый свет всегда нужно доплачивать, но светят топовые байки BMW всегда отлично, нет смысла проверять. Опциональная фара с сервоприводом, который динамически настраивает светотеневую границу, компенсируя наклоны при торможении, ускорении и разных режимах DCA. Плюс, в зависимости от скорости, динамически регулируется яркость некоторых светодиодов. Чем выше скорость, тем дальше зона фокусировки водителя, и эту зону мотоцикл подсвечивает больше. Круто, но я не понимаю, почему, имея матричный свет из 47 светодиодов и искреннее желание заморочиться с оптикой, не сделать полноценный динамический дальний свет с блокировкой зоны ослепления встречных водителей. Хотя эта система есть на трейсере в 2 раза дешевле. По статистике можно заметить, что классические люксовые туреры постепенно теряют долю в продажах относительно адвенчер-класса и среднекваторных туристов типа трейсера. Собственно, новых традиционных туреров у большинства топовых производителей в линейке больше и нет. FGR, GTR, Norge – все в прошлом.
Да, у Honda появился NT1100, но я как раз несколько лет назад говорил о том, что Honda не стала делать что-то в духе Pan European, а пошла в сторону недорогого кроссовера. Даже если посмотреть на скутеры XCDV и ADV, гиперпопулярные скутеры-кроссоверы, забирающие объемы продаж у классических макси-скутеров с чертами туреров. В этот сегмент скутеров-кроссоверов сейчас многие смотрят. Во-вторых, у новой RT есть гигантская проблема с ценовым сегментом. Если взять Испанию, NT1100 версии с 1100 начинаются от 15 тысяч евро и заканчиваются 17, где у NT будет уже прекрасный автомат, электронная подвеска, кофры и полноценный CarPlay. RT начинается от 24,5, но в действительности самый минимум с пакетом Dynamic, где Quickshifter DCA и все режимы езды 27 тысяч евро. Если выбрать черный цвет, пакеты с 3 кофрами с центральным замком и радаром, то есть примерно все, что я хвалил в обзоре, 31 тысяча евро. Это все еще будет мопед без автомата, без украшательств и игр с аудиосистемой. С такими запросами ценник около 35. АК-1600 GTL с 3 кофрами 32,5, плюс экстра пакет за 2. Goldwing с автоматом стартует с 31 тысячи. Если говорить про Россию, в объявлениях сейчас цены на RT начинаются от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Это за умеренно хорошую комплектацию голой RT из Европы вообще никто не повезет. Мы в этом месяце привезли из Европы клиенту новый юбилейный Goldwing Tour в полном фарше с роботом, с подушкой безопасности и так далее за 4,5 миллиона. GTL новые в салонах стоят от 4 миллионов 200 тысяч. Даже если подождать, пока на японских аукционах появятся новые артишки дешевле, соотношение с аукционными ценами на GTL и Goldwing будет тем же. Если что, мы можем привезти вам и то, и другое, и третье, хоть из Европы, хоть с японского аукциона, когда там RT появится. У нас весьма хорошие цены. Мне кажется, BMW решила, во-первых, убрать внутрибрендовую конкуренцию, сделав RT более спортивным и более универсальным мотоциклом, а GTL оставить традиционным люксовым турером. Новую RT в деталях изменили так, что она действительно воспринимается более спортивной. Причем объективно двухцилиндровый оппозит с такой же настройкой, как на гусе, то есть тяговитый низовой с тихим бубнящим звуком, мягко говоря, не заточен на выдачу спортивных эмоций, которые с легкостью дает та же литровая четверка от BMW, однако назвать RT чисто пенсионерской тоже нельзя. И внешне новая RT про другое. Да, у меня сундук с пассажирской спинкой и высокое стекло, поэтому байк выглядит традиционно. Но если взять RT без центрального кофра с коротким спортивным стеклом, который с черным цветом идет даже не как опция, а сразу, байк явно ощущается молодежнее, чем предыдущие RT. BMW явно хочет привлечь более молодых и массовых покупателей, которые сейчас покупают кроссоверы. С ценой загнули, а так приятный байк.